этом году отметили 40-летие. Я вас поздравляю. Ну, вы знаете, что в России не принято отмечать этот юбилей. А как с этим в Западной Европе? Но в Европе, безусловно, это отмечают. Я свой 40-летний день рождения провел на сцене в Ливерпуле с оркестром, с примерно 2000 людей из публики. Был очень насыщенный день, хороший концерт, программа, русская музыка в основном. Все было очень благополучно, скажем так. Вот по поводу самоощущения, психологи очень любят писать книжки и пугать про кризис среднего возраста. И говорят, что особенно он касается мужчин. Как вы на себе почувствовали что-то такое или это миф? Специфика профессии. Многие, например, считают, что вообще работа дирижера начинается только после 50 лет. Но темп жизни сейчас такой, и количество концертов, количество интересных проектов, которые и прошли, и предстоят, и в настоящий момент, настолько интенсивное, что не успеваешь задуматься, по большому счету. Мне кажется, что вся проблема с кризисами во многом наступает в тот момент, когда появляется очень много свободного времени, и люди не знают, каким образом это свободное время занять. Коротко хочу поговорить про ваш путь жизненный и творческий. Вы начинали в хоровой среде, правильно? Иногда считается, что как бы сказать, хоровым дирижерам труднее освоить оркестр потом, чем даже, скажем, инструменталистам, которые сами сначала поработали в оркестре. Каков ваш взгляд на это? Как вы перешли из хорового мира в симфонический? Есть преимущества и недостатки и в том, и в другом методе. У хорового дирижера, безусловно, преимущество в том, что, видя партитуру, ты ее читаешь вертикально. А в то время как оркестрант видит горизонтально, видит одну-две строчки, а хоровой дирижер видит всю вертикаль. В этом отношении проще. Но, безусловно, доскональное знание возможностей инструментов тех или иных в оркестре, особенно если ты, к примеру, играл на скрипке, знание именно техники скрипичной игры у инструменталиста, это дает свои преимущества с другой стороны. Я учился в хоровом училище в Капелле в Ленинграде, потом в консерватории. Благодарен безумно советскому образованию, благодарен всем тем учителям. Я думаю, что то количество относительно молодых российских дирижеров и постсоветских дирижеров, которые сейчас очень успешны во всем мире, оно во многом связано с тем, что нам повезло, мы захватили часть замечательного советского образования, и у нас была возможность, открылись ворота, была возможность абсорбировать все то, что было на Западе. Комбинация этих двух элементов, как мне кажется, дает замечательные результаты. Почему я перешел в оперно-симфоническое дирижирование? По разным причинам. Мне всегда казалось, я люблю хор, люблю и сам провел много лет, и люблю выступать с хором. Иногда делаю даже акапельные концерты с хорами в разных странах. Но работая с хором, ты имеешь всего один инструмент под рукой — это голос. И манера звукоизвлечения приблизительно одинаковая. Работая с оркестром, имеешь такое количество всевозможных инструментов со всевозможной манерой звукоизвлечения, что палитра красок, палитра звуков может быть значительно богаче. Была и практическая часть, опять-таки возвращаясь к 80-м годам, в Советском Союзе существовало на тот момент порядка 300 профессиональных хоров, полностью оплачиваемых государством, вполне респектабельная работа для многих людей. Сейчас, к сожалению, большинство из этих хоров перестало существовать. Сейчас, к сожалению, профессиональное певческое искусство, оно существует в опере и единичные хоры в больших городах. И для себя, как для молодого дирижера хора, будущее я видел весьма туманным, потому что я видел этот процесс сокращения рабочих мест. И в то же время оркестровые дирижерские места, они не столько в России, а на Западе, они всегда существовали и будут существовать. Ведь профессия хорового дирижера, как профессия, она существует в России, существует в Германии, в Соединенных Штатах Америки и больше, пожалуй, нигде. Всего несколько стран. В остальных странах это те люди, которые тем или иным способом научились сами, либо закончили какие-то образовательные учреждения, но они все равно считаются любителями.
Поэтому больше рынок работы, и я видел свое практическое в том числе применение. А что касается открывшихся зарубежных ворот, для многих, как и для вас, они открылись так, что на время закрылись родные ворота, скажем, да. То есть вы эмигрировали. На самом деле я стал проводить большую часть времени на Западе всего лишь примерно с 2004 года. А до этого нет, я работал в Петербурге активно, я проехал много российских городов, был в Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, в туры ездил с российскими оркестрами по России. Поэтому у меня не было никогда такой цели. Жизнь сложилась таким образом, что в Петербурге на данный момент, и дай бог им здоровья, есть Юрий Хатуевич, есть Валерий Абисалович, есть Александр Сергеевич Дмитриев в 3 главных оркестрах. И для меня, я тогда особенно понимал, что для того, чтобы серьезно работать с высокого уровня коллективами, мне либо придется ждать очень много лет, либо мне необходимо искать это где-то в других местах. Ну и, конечно, победы на дирижерских конкурсах, они помогают очень сильно в карьере. Ну, то есть вы себя мигрантом не считаете? А это очень сложно сказать. Профессия дирижера, она ведь не пожизненная в большинстве, опять-таки, стран. Ты, в принципе, никогда не можешь быть уверен, где очутишься через 10 лет, в какой стране, с каким коллективом. Можно стремиться к чему-то, но гарантий никаких нет. Музыканты в оркестре, как правило, имеют пожизненные контракты. Дирижеры имеют срочные контракты. Срочный контракт 5, 8, 10 лет. Я договорился о, в принципе, уникальном случае с Королевским Ливерпульским оркестром о том, что у меня нету окончательного срока контракта, и мы работаем бессрочно до того момента, когда либо менеджмент, либо я не скажу, что нам, видимо, придется прекратить сотрудничество. Но И даже после этого момента еще 3 года? Минимум 3 года. Да. Поэтому, но, как правило, все эти вещи срочные продлеваются. В Осло, к примеру, у меня начальный контракт был на 3 года. В начале уходящего 2016 года продлили еще на 3 года. Что будет потом, неизвестно. Поэтому говорить о том, что иммигранты... Нет, я бы не стал. Плюс мир стал намного, как сказать, ближе. В связи с новыми информационными технологиями доступность любого участка земли стала сейчас настолько проще, нежели в былые времена. А если я вас спрошу, где сейчас ваш дом? Ну, то есть вот где живет ваша семья? Семья живет в Ливерпуле. На данный момент семья у меня, часть семьи у меня в Цюрихе, а часть семьи у меня в Петербурге сейчас к Новому году, потому что сын заявил, что Новый год без Петербурга — это не Новый год. А я, к сожалению, не могу приехать на Новый год в Петербург, потому что у меня 30-го «Леди Макбет» Шостаковича в Цюрихе, а 2-го уже репетиции в Осло другой программы. И, в общем, пришлось ему уступить, а супруга с дочерью, они в Цюрихе сейчас. Я почему заговорил об этой теме географической, потому что мне кажется, что в последние годы наметилось возвращение русских дирижеров на родину, не в смысле, там, где жить или какое гражданство иметь, а в смысле работы. Потому что вот Владимир Михайлович Юровский возглавил госоркестр, Туган Тимуразович Сохиев возглавил Большой театр, вы стали приглашенным в Михайловском и в ГАСО тоже. Это уже похоже на тенденцию. Я ничего плохого в этом не вижу. И я всегда говорил, что я с удовольствием работаю в России, и я вижу это не только с творческой точки зрения, а всегда считал, что государство затратило на мое образование огромные деньги. И мне каким-то образом этот долг необходимо отдавать стране. Я считаю, что необходимо отдавать это публике, потому что большинство публики в Петербурге, я думаю, в Москве не имеет возможности поехать условно в Париж, чтобы посмотреть мой концерт там. Я помню свой разговор со Святославом Белзой лет 10 назад, наверное, и он говорил, что в России чудовищная нехватка дирижеров, просто вот нет совершенно их, и кроме 2-3 имен, действительно крупных, некого назвать по-настоящему. И при этом я задумывался, но ведь у нас есть вот это самое молодое-среднее поколение, которое работает за рубежом. Сейчас действительно происходит что-то вроде
такого становления справедливости. А как вы думаете, почему оно началось? Это просто уровень экономический возрос или что? Или культурная политика изменилась в Я России? думаю, и то, и другое. Я думаю, и культурная политика, безусловно, изменилась. Внимание к русской культуре стало больше внутри России. Внимание к мировой культуре тоже стало больше. Мне кажется, что еще, кроме экономического момента, вполне естественный момент смены поколений происходит, как и всегда во всем мире он будет происходить. Насчет нехватки дирижеров, на мой взгляд, не столько проблема в дирижерах, сколько в менеджерах. В России профессиональных менеджеров, оркестровых, никогда не было подобного института, не учили, люди не знали. Все занимались только тем, что доложить начальству наверх, начальство спустит директиву, и это было промежуточное звено. И это все уходило в условно Министерство культуры в Советском Союзе, Министерство культуры распоряжалось тем или иным способом. А умение работать в рамках вот нынешней экономической модели, когда другие причины, другие резоны, умение работать с музыкантами, я это говорил много раз, что, на мой взгляд, настоящий успех оркестра музыкальный и экономический может быть базирован только на взаимном уважении, не на страхе. В России зачастую отношения между музыкантами и администрацией и дирижером базируются на страхе, а не на уважении. Это работает до определенного момента, но это блокирует зачастую то, что называется усилия индивидуальные каждого музыканта. Они делают свои усилия, свою работу только до определенного момента под страхом того, что они не доделают. А следующий шаг, чтобы сделать не 100%, а больше 100%, он достигается только в том случае, если есть уважение друг к другу и желание совместного прогресса. Вот это тот аспект, который, безусловно, мне кажется, можно улучшить. Что точно улучшилось, но еще есть огромное поле деятельности, это планирование. Потому что на Западе у меня расписано на данный момент все до примерно мая 2020 года. На 3-4 года вперед это нормально, это не потому, что у меня какое-то исключение из правил. 3-4 года вперед вся концертная жизнь расписана по датам. Здесь, в России, я сейчас обсуждаю только следующий сезон. Сезон 18-19 еще люди, в общем, не знают, что будет происходить. Если вот это планирование будет возможно улучшить, то, мне кажется, еще больше звезд и солистов, и дирижеров будет приезжать. Нет, кстати, никаких дискомфортных ощущений от того, что вы точно знаете, что вы будете делать там 13 марта 2020 года? Я спокойно к этому отношусь, потому что это правила игры, они установлены во всем мире. И так на самом деле проще для всех. Планируя свою жизнь, планируя свое будущее, значительно легче жить. Понятно, что не всегда это возможно. Понятно, что какие-то факторы внезапно меняют эту жизнь. Но, тем не менее, мне кажется, что особенно для организаций с большим количеством людей, это абсолютно необходимые условия. Вот по поводу нехватки или хватки дирижерской. У вас 4 оркестра, 2 из которых вы руководите, и еще в 2 вы главный приглашенный дирижер. С точки зрения, скажем... 3 руковожу. Да, еще молодежные Евросоюза. Спасибо. С точки зрения человека, который, скажем, ничего не понимает в музыкальной индустрии, но понимает в бизнесе, это выглядит как полнейший парадокс, абсурд, потому что есть 100 человек, коллектив, там, да, который вот существует, работает, и, казалось бы, ну уж на 100 человек-то одного можно найти, а получается, что вы как бы покрываете территорию больше, чем 100 человек, 200-300 человек. Разве это не похоже на дефицит дирижеров? Здесь очень сложно судить, потому что есть определенная химия, которая происходит между дирижером и между коллективом, которая позволяет обеим сторонам решить вопрос о долгосрочном сотрудничестве. В чем она выражается, это очень сложно сказать. Это в чем-то как любовь, в чем она выражается, точно сказать очень трудно.
И решения принимаются оркестрантами, по большому счету. На Западе все решения о назначении, продлении контрактов с главным дирижером, главным приглашенным дирижером всегда принимаются большинством музыкантов оркестра. Что касается дефицита, вот эта химия, если она работает, то она работает. И это далеко не всегда происходит с замечательными дирижерами, замечательными оркестрами. Не всегда соединяется. Иногда как магниты плюс и минус сходятся, а иногда как два однополярных магнита отталкиваются. У меня примерно в год около 14-16 недель я провожу с Ливерпульским оркестром, около 14 недель с оркестром Осло, примерно 4-5 недель с молодежным европейским оркестром, порядка 2-3, иногда 4 проектов в Москве с госоркестром. Расскажите про работу в госоркестре. Вас пригласил Владимир Михайлович туда? Мы с Владимиром Михайловичем очень хорошо знакомы, и мы, безусловно, общались на эту тему. Но я, на самом деле, приезжал в госоркестр же еще раньше, по-моему, в 2004 году, если я не ошибаюсь, первый раз выступал. При Горенштейне еще? Да, при Горенштейне в консерватории в зале. Поэтому были тесные связи, я знаю многих музыкантов достаточно давно. И после этого я приезжал еще до назначения Владимира Михайловича. Мы с ним с той точки зрения, что вот есть необходимость возвращаться в Россию для того, чтобы культуру возвращать, то, что нам было отдано страной, возвращать обратно, мы ее разделяем. И с этой точки зрения это было очень естественное решение, естественный процесс. А у вас есть какая-то договоренность о разделении полномочий, что ли, творческих? Я, безусловно, никоим образом не лезу, что ли, в репертуар Владимира Михайловича. Он делает те проекты, которые он считает нужным. Я согласовываю свои проекты с оркестром, потому что, безусловно, повторять одну и ту же программу много раз в сезон невозможно. Но у нас пока не возникало противоречий ни в коей мере. Я имею в виду, что, допустим, Владимир Михайлович у нас известен своими просветительскими программами, редкой музыкой, современной музыкой. Допустим, был ли какой-то разговор, что вот вы, Василий Эдуардович, там больше занимаетесь, не знаю, классикой? А это естественным образом происходит, потому что репертуар оркестра должен быть сбалансирован, и то количество незнакомой для широкого круга публики музыки, которую Владимир Михайлович делает, оно должно быть сбалансировано какими-то более известными сочинениями, которые так или иначе появляются у меня в программах. Теперь вопрос про Михайловский театр. Вы там тоже главный приглашенный дирижер, но последние пару лет, наверное, вроде ничего нового там не делали, да? Ну, Михайловский театр на тот момент, когда мы сотрудничали, была у них очень интересная политика, очень интересная инициатива. Они приглашали действительно звезд оперной сцены, 2-3 звезды на постановку, либо на концертную версию. И идея была в том, чтобы местные молодые певцы за счет мастер-классов и за счет сотрудничества со звездами росли. Сейчас, последние 2 года, политика изменилась, репертуарная. У них есть определенное количество молодых певцов, с которыми они работают, есть свои постановки, но для меня мне было именно интересно привнести вот эту западную культуру. Поскольку сейчас западные звезды не приглашаются оперные, то я не очень вижу своей роли в этом. У них есть замечательный главный дирижер Михаил Петрович Татарников, с которым я тоже очень хорошо знаком и с которым мы хорошие друзья. И он делает постановки все, переходить ему дорогу мне не хочется и незачем, нам нечего делить.
А приезжать просто для того, чтобы регулярно какой-то спектакль с одной репетицией провести, мне тоже не очень интересно. Поэтому, ну, на данный момент, скажем так, сотрудничество в стадии заморозки. Но при этом вы не хотите официально прекращать, да? А Или вы не можете? я не вижу в этом повода. Если они захотят, ну, я не буду против. Поэтому То есть мне на кажется, паузу что да, мне кажется, что просто внимание у директора театра, у дирекции театра, оно сейчас больше сосредоточено на театре в Новосибирске, и поэтому сейчас то, что происходит в Михайловском театре, курс взят на сохранение, нежели на расширение. Мгм. Я очень хотел как раз спросить вас ваше мнение по поводу спектакля «Тангейзер» новосибирского. Понимаю, что вы, наверное, не совсем здесь сторонний человек, может быть, вам трудно будет судить. Дело в том, что если бы я посмотрел весь спектакль, то я, возможно, бы составил свое мнение. А то, что я видел, это какие-то фрагменты где-то в YouTube, где-то визуальный ряд. Не знаю, на мой взгляд, это дело вкуса все-таки. Это дело вкуса. Я не пытаюсь сказать, что это гениальная постановка, но я также не пытаюсь сказать, что это криминальная постановка. Это дело провокации, дело вкуса. Как об этом судить? На мой взгляд, судить должно общество. Общество должно быть воспитано таким образом, чтобы иметь возможность сказать, что, извините, это бяка. Нежели обществу будет навязано то, что, посмотрите, это же бяка. Потому что я много дирижирую разных оперных постановок на Западе. Вот сейчас «Леди Макбет» Шостаковича. Ну, то, что было в «Тангейзере» в Новосибирске, это относительно невинные сцены по сравнению с тем, что зачастую происходит в оперных театрах в Европе. Мне, к примеру, баварская опера, у меня был Борис Годунов с ними, ну, скажем так, перенесенная в современное время, но хотя бы история, которая берет свои корни во времена Пушкина и Мусорского. После этого они мне предложили Евгения Онегина, в котором, я знал уже об этом, в котором, в принципе, постановка базируется на том, что Онегин и Ленский — это любовники. И там у них всевозможные сцены происходят. Но я сказал, что, понимаете, мне не кажется, что Александр Сергеевич или Петр Ильич именно вот эту часть имели в виду. Но это мое личное мнение. Я не пытаюсь заявить, что тот человек, который подобным образом поставил спектакль, он уголовник. Поэтому с моей западной стороны, скажем так, когда я смотрю новости какие-то в России о подобных вещах, на мой взгляд, присутствует еще и элемент скандала. Чем больше скандал, тем больше реклама. Ну, реклама есть реклама. А воспитание общества, мне кажется, должно быть по другим причинам. И мне кажется, что есть большое количество проблем в обществе, которые заслуживают более пристального внимания. Ну, в Новосибирске-то помимо рекламы был еще суд самый настоящий, куда вызвали режиссера и директора театра, и они судились с адвокатами, и они выиграли этот суд в итоге. А спектакль был снят, запрещен к показу новым директором Владимиром Абрамовичем Кехманом. Ну, Владимир Абрамович человек достаточно консервативных взглядов. Я с ним несколько раз, скажем так, присутствовал при спорах по поводу концепции постановки в Михайловском театре. Он придерживается консервативных взглядов на оперу и на постановки, при том, что сам по себе человек современной эры. Это его решение. Как директор театра он имеет полную власть над тем, чтобы какие-то из постановок у него присутствовали в репертуаре, какие-то не присутствовали. Это его личное мнение. Он может его выразить. После этого общественность может выразить свое мнение на тему того, что он сделал. Вот эти процессы, когда они не приказные, а обсуждаемые, они очень важны в обществе. Тогда есть воспитание общества, тогда есть воспитание культурного слоя, который может сам судить
о том, что есть хорошо и что такое плохо. Маяковский пошел. Хорошо. А, Представьте, что, скажем, перед вами дилетант, который очень хочет понять, что такое дирижирование. На самом деле, очень многие люди по-прежнему рождаются, вырастают и в какой-то момент задаются этим вопросом и не понимают ответа. Вы не представляете, сколько у меня людей приходят в полную уверенность, причем они не в первый раз на концерт пришли, но приходят в полной уверенности, что дирижер на сцене — это, так сказать, визуальный эффект для публики, чтобы публика не заснула. Ну, вообще, история ведь того, как дирижирование зарождалось изначально, это же было отбивание такта посохом в пол. Потом был замечательный дирижер Жан-Батист Люли, композитор и дирижер, который случайно себе этим посохом попал по ноге много раз в эмоциональном порыве, и у него образовалась гангрена, и он от этого умер. В силу чего следующие уже решили, что посох лучше перевернуть. И посох стал, ну, скажем так, острием вверх. Пережиток этого есть в военных оркестрах, потому что если вы посмотрите военные оркестры, когда они маршируют на параде или где-то, у них сильная доля не вниз, а вверх. У них раз, ну, для того, чтобы еще было видно. Потом постепенно стали обнаруживать, что посох тяжелый. Им размахивать-то тяжело, хотя были еще дирижеры, у которых была действительно золотая палочка с инкрустированными алмазами. Но это безумно тяжелый предмет. Тебе нужно быть культуристом для того, чтобы иметь возможность концерты проводить. Палочка стала уменьшаться. Некоторые вот даже зубочистками сейчас руководят. Но палочка стала уменьшаться. Во многом музыку удобнее без палочки дирижировать. И это стало очень индивидуальным. Есть дирижеры, которые палочку в левой руке, к примеру, держат. Поэтому вот этот долгий эволюционный процесс, он происходил. А что касается роли дирижера, на мой взгляд, роль главная, безусловно, много задач, но главная роль в том, чтобы помочь каждому музыканту из оркестра и всему оркестру в целом в данный конкретный момент исполнить данную конкретную музыку на максимум возможностей, максимально вдохновенно, максимально убедительно. Мне всегда вспоминается Илья Александрович Мусин, один из моих учителей, который всегда говорил, что палочка не издает звуков сама по себе. Играют музыканты в оркестре. И в большинстве случаев дирижер не может сыграть ни на одном инструменте или на, может быть, 99 из 100 инструментов оркестра на том же уровне, что и оркестрант. Поэтому задача дирижера — это помочь оркестранту приблизить свое видение, максимально приблизить к тому, что написал композитор, к тому, что замыслил композитор. Дирижер — это посредник, по большому счету, между композитором и оркестром. Хорошо, а за счет чего этот человек может помочь, вот если более конкретно? А дальше начинаются, конечно, практика, репетиционные моменты, знание возможностей каждого инструмента, знание баланса, внимание к деталям, внимание к артикуляции, к строю. Это все те моменты, которыми необходимо заниматься, на мой взгляд. К сожалению, не все коллеги, очень многие из моих коллег, они находятся на, скажем так, эмоциональной части дирижирования. Эмоции, безусловно, тоже важны. И эмоции, и видение музыки. Но первичная и обязательная работа — это для того, чтобы, по большому счету, облегчить жизнь каждому музыканту в оркестре. Для того, чтобы он или она понимали и были уверены в том, что, как конкретно, каким образом, каким методом, в какой части смычка, с каким вибрато, какой артикуляцией в духовых, где брать дыхание. Эти все детали, они абсолютно важны. Это репетиционная работа, которая не видна большинству публики. А дальше, безусловно, это вдохновение, которое необходимо транслировать оркестру, которое необходимо давать оркестру. Я разговаривал со своими многими коллегами, как российскими, так и зарубежными, на тему того, как вот в каждую секунду процесс происходит. Вот почему именно так, они вот так хочется, к примеру. Мы сходились во мнении, что есть музыка, которая звучит в голове. Вот мы с вами разговариваем сейчас, у меня в голове звучит, помимо этого, еще музыка концерта, которую предстоит дирижировать. И эта музыка, она транслируется откуда-то. Космос, Бог,
судьба, знание. Это, откуда она появляется, это очень сложно сказать. А дальше эту музыку ты пытаешься транслировать с помощью жестов, с помощью рук в реальный оркестр, реальным людям. Это воображаемая музыка, она спустя несколько долей секунды, если ты выступаешь на концерте, к примеру, или на репетиции, она начинает звучать, реально звучать из оркестра. И есть определенный момент, когда звучание оркестра необходимо, ну или хочется максимально приблизить к идеальному звучанию того, что есть в голове. И тогда это уже начинается третье время. Тогда ты пытаешься каким-то образом регулировать процесс, руководить процессом для того, чтобы, ну, условно, темп быстрее, кого-то погромче попросить сыграть, кого-то потише, двигаться в ту или иную сторону с точки зрения музыкальной фразы. И это уже третий момент. И чтобы совместить вот эти все три времени, воображаемое в голове, реальное то, что оркестр играет, и то, что будет происходить через долю секунды, то, над чем ты имеешь, ну, хотя бы небольшое влияние. Вот это одна из задач дирижера в момент исполнения музыки. То есть дирижерские уши должны слышать три потока музыкальных. Одновременно, да, это практически как жизнь в трех временах. И это количество информации, которое вот в каждую миллисекунду проходит через голову, оно огромное. Потому что одновременно в трех измерениях. Простите, это действительно реально услышать три потока? Ну, большинство из коллег. Опять-таки, я по своему опыту знаю, что по большому счету так. Проблема в том, что бывает, что дистанция идеальной музыки в голове и того, что звучит от оркестра, она достаточно велика. Встретиться ближе к середине не всегда успеваешь. Не всегда успеваешь. В этом случае, ну, есть момент, скажем так, удовлетворения или неудовлетворения творческого от концертов. И опять-таки, ну, я думаю, что я не открою секрета, что большинство из моих коллег, я думаю, большую часть концертов остаются неудовлетворенными творчески. И это нормально. Скажите пару слов про функции рук, если говорить о технике дирижерской. Ну, это да, к Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову дело темное. Ну, на самом деле, в связи с тем, что концертная жизнь и вообще классическая музыка в силу давления экономики на музыкальную жизнь приходит к тому, что репетиций становится все меньше, руками необходимо иметь возможность донести как можно больше информации, как можно понятнее. И руками, жестом можно добиться значительно быстрее эффекта, нежели рассказывать о том, как вы это хотите. Это знаменитая история про одного из знаменитых маэстро, когда он в одной из пьес оркестру сказал: вот представьте, здесь же пустыня, и по пустыне идет караван, верблюды, светит солнце, тишина, песок струится. Ну, давайте сыграем. И один из оркестрантов спросил: нам меццо-форте сыграть? Руками можно добиться значительно более быстрого эффекта. Но, на мой взгляд, если все в порядке с видением музыки в голове и с пониманием того, что именно ты хочешь индивидуально, то руки пойдут за этим. Тогда ты будешь понятен. Зачастую я, глядя на концерты, я не очень понимаю, чего хочет маэстро, и коллектив не понимает. И это очень видно, когда нет единения, когда
не слишком понятно, чего хочет добиться маэстро и чего хочет добиться оркестр, тогда это превращается в рутинные концерты. И, к сожалению, это достаточно регулярно случается даже с очень большими и знаменитыми оркестрами. Вы наверняка изучаете, ну, смотрите выступления коллег, скажем, там, Валерия Бесаловича Гергиева. Я его как-то спросил, почему у него такая вот своеобразная техника дирижерская, я имею в виду вот такое характерное дрожание рук, которое он использует. И он объяснил мне это своим фортепианным прошлым, что это вот какие-то ассоциации с игрой. И дальше сказал такую вещь. Ну, вы знаете, оркестранты меня понимают. Я вам даже более того скажу, я знаю тех людей, которые тоже работают в Мариинском театре, из дирижеров, даже их дирижерская техника зачастую меняется. Они из-за того, что оркестр понимает, и он воспитан Валерием Абисаловичем в течение многих лет, даже их дирижерская техника отчасти становится похожей на его, потому что оркестр понимает это легче и проще. Вот мой вопрос в следующем. Если Валерий Бесалович завтра придет в какой-то оркестр, который его никогда не видел, не знает, и начнет без репетиций концерт, вот со своей техникой, его поймут? Я думаю, что, безусловно, поймут. Потому что техника, безусловно, важна. Но гораздо важнее масштаб личности, гораздо важнее масштаб музыкантский, масштаб музыкального видения. Это тоже понятно. А вместе они вступят? Тут, понимаете, есть ряд оркестров в мире, которыми мне посчастливилось дирижировать, и с которыми у меня запланированы еще концерты, которые напоминают хорошего качества там, автомобиль, в котором ты поворачиваешь ключ, и дальше он едет. А тебе надо лишь слегка рулить с автоматической коробкой передач. И таких оркестров достаточно много. Проблема в них бывает в другом, в том, что если тебе хочется добиться какого-то радикального маневра, это намного труднее, потому что у них есть свое вот накатанное видение репертуара, они играют вместе, они играют стройно, ну, воспитаны, опять-таки, в течение многих лет замечательными художественными руководителями. Вот эта химия, этот процесс музицирования, процесс творчества, о нем все становится понятно в течение первых 5 или максимум 10 минут. Оркестр через 5 или 10 минут знает практически все о том, кто перед ними стоит, если это новый человек. И ну, мне трудно судить о других, я сам в течение первых 5 или 10 минут уже вижу, насколько я смогу осуществить прогресс именно этого коллектива в данную конкретную неделю или в течение там, определенного периода времени. Еще мне очень интересно, скажем, у одних дирижеров временная разница между жестом вниз, означающим главную долю, и реальной главной долей составляет полсекунды, а у кого-то целую секунду, а у кого-то это почти моментально. Да, это есть очень многие люди, которые этим озадачиваются, играть по руке, играть не по руке, насколько запаздывать. Я честно могу сказать, я никогда в своей жизни вот об этом даже не задумывался. При том, что, к примеру, задержка звукоизвлечения, к примеру, в Санкт-Петербургской филармонии и в госоркестре, она разная. Был знаменитый мастер-класс Караяна когда-то давно в Ленинграде, еще при Мравинском, когда все на данный момент, сейчас знаменитые дирижеры российские участвовали в нем. Марис Арлевич был, Юрий Хатуевич был, Валерий Абисалович, все вот это, если я правильно помню, конец 60-70-е, наверное, года. И была пятая симфония Бетховена, которая знаменита своим началом и проблемами. Есть даже разного вида видео на YouTube с разными дирижерами, которые испытывают те или иные сложности. И все молодые дирижеры испытывали сложности. Безусловно, оркестр, воспитанный Мравинским, они играли во многом сами по себе. И для них на тот момент ни один из этих людей не был достаточным авторитетом для того, чтобы подчиниться его воле. Но это еще надо понимать, что это прошло примерно 20 лет всего после Великой Отечественной войны. Дальше вышел Херберт фон и сказал, что ну как же, это же так просто. Встал, скрестив руки, и сказал «Ein, zwei!»
И все вместе после этого Цвай ну я не скажу, что с большой благодарностью, скорее с определенным отношением сыграли это знаменитое «та-та-та-там» совершенно вместе. Он сказал, это же просто, посмотрите. Как это все-таки работает, если эта задержка разная? Это все химия, которую не объяснить? Ну, с моей точки зрения, я очень быстро адаптируюсь к любой из задержек звука. Более долгой, менее долгой. В этом зависимость в том, что если звукоизвлечение занимает дольше времени в оркестре, то нельзя ждать, потому что тогда все будет медленнее, медленнее и медленнее. Тебе необходимо вот это время в голове идеальной музыки и время реальной музыки, оно разнесено очень далеко. Тебе необходимо каким-то образом все равно двигаться вперед. Ну, наверное, есть в этом определенные проблемы. Но я не готов ответить, потому что у меня никогда не возникало подобных эксцессов. Очень хочется вас спросить про эту историю, слегка скандальную, с вашим интервью норвежским про женщин-дирижеров. Что это было? Вы осознанно сказали, и потом вас неправильно поняли, или что? Ну, там была история. Дело в том, что меня спросили, как вы относитесь. Я сказал, что ситуация меняется, но тем не менее во многих странах, и по своему личному опыту знаю, во многих странах, глядя на женщину-дирижера, люди не видят ее в первую очередь как дирижера. К сожалению. К сожалению. У меня супруга хоровой дирижер, и я помню ту историю, когда после одного из ее концертов мы с разными людьми сидели в баре, и она спросила, ну, как вы считаете, как это было? И ответ был, да какая разница? Это, к сожалению, роль женщин в обществе вообще меняется. Она меняется и в оркестрах. Если буквально 30-40 лет назад было превалирующее мужское население в оркестрах, сейчас уже как минимум 50/50. На мой взгляд, проблема здесь в том, что не так много пытаются. Дамы? Да. Очень мало тех, кто действительно серьезно пытается в этой профессии пробиться. Я преподаю и в Осло в консерватории, преподаю в Royal Northern College of Music в Манчестере. У меня из студентов, не я их выбираю, их колледж выбирает. У меня из студентов, может быть, на 9-10 мужчин одна женщина. Это студенты, это еще не те люди, которые добились. Мне кажется, что судить нужно по профессиональным качествам, а гендерные различия не имеют никакой роли. Вот по поводу страха и взаимоуважения. Недавно один дирижер, главный дирижер регионального оперного театра российского, мне рассказал, что всю жизнь он был приглашенным, там, вторым и так далее, ассистентом. И вот он стал главным и вдруг почувствовал невероятный сдвиг в самоощущении, в ощущении себя в профессии, потому что вот он дирижирует обычным спектаклем рядовым, и ему стоит подумать о чем-то только в голове, как он слышит, что оркестранты это считывают и играют. И он объясняет это тем, что они зависят от него, их место зависит. То есть если они ему не понравятся, он может их уволить. И говорит, это невероятное ощущение мне даровано только потому, что я главный и у меня есть власть. Власть вещь такая сложная, далеко не всегда позитивная, влияющая на многих людей. Сознание и менталитет все-таки, несмотря на то, что декларируется, что европейский, он в России находится на стыке европейского и азиатского менталитета. А азиатский менталитет, он подразумевает шаха, он подразумевает вот это сильное давление сверху. Он подразумевает то, что барин нас приедет, барин нас рассудит. Барин к нам приедет, барин нас рассудит. И вот это ожидание того, что вот царь как скажет, так и будет, оно в том числе и в коллективах присутствует. Поэтому зачастую более чем уверен, что так и происходит. Как только кто-то становится в другой должности, даже при том, что, возможно, этого человека знали уже много лет, отношение людей меняется.
А вы, когда приезжаете, там, скажем, из Осло в Москву, вы меняете психологический подход к управлению оркестром? Некоторые вещи, да. Некоторые вещи я меняю. У меня скорее было сложно приехать на Запад, там переучиться. Потому что, к примеру, сыграл гобой фальшивую ноту. Ну, бывает, на репетиции случается. В России ты скажешь гобоисту: простите, вы какую ноту там сыграли? Исправьте, пожалуйста. На Западе подобная же ситуация требует диалога, что мне очень нравится ваш вариант, он безусловно интересный, но мне кажется, что, возможно, композитор имел несколько другое в виду. Идея та же, но Понятно. обличение формы ее другое. Поэтому вот переучиваться в этой точке зрения приходилось. Безусловно, дисциплина. Дисциплина, если репетиция 3 часа, то репетиция 3 часа. Даже если это 3 часа и 10 секунд, то ровно в 3 часа люди встанут и уйдут. При этом они не испытывают никакого негатива. Просто вот это порядок. У нас ровно 3 часа. Несмотря на то, что, может быть, осталось доиграть 15 тактов до конца сочинения, они встанут и совершенно спокойно уйдут. Во многом это связано, мне кажется, с культурой платных стоянок когда-то. Но традиция — это традиция. Но в то же время, если репетиция начинается в 10 часов, то в 10 часов все на сцене. Здесь, в Москве, всегда все жалуются на пробки, транспорт. На Западе есть города, в которых ситуация не намного проще. Тем не менее, музыкант не считает возможным опоздать. Есть еще одна вещь, которая это, кстати говоря, как совет для совсем молодых начинающих дирижеров. На Западе невозможно «я», возможно «мы». В России все ожидают «я». Я хочу, чтобы вы сыграли это вот так. Я вас прошу, сыграйте. На Западе та же самая фраза должна быть: давайте мы попробуем сыграть это вот так. Мы. Не я, вы, а мы. Мы все коллеги. Не я дирижер, вы мои вассалы подчиненные, а мы все коллеги. Мы все делаем одно дело, мы все в одной лодке.